Ребята, всем привет! Сегодня вновь путешествие. Правда, небольшое, мини-путешествие выходного дня, но тем не менее, думаю, должно все получиться красиво. Еду из Ангарска до поселка Шаманка в Шериховском районе, до Шаманского утеса 33 богатыря. Поеду по Зимнику. Давно уже хотел снять такое путешествие, но все как-то не получалось. Хочу больше уделить внимание именно дороге, Зимнику, ну и посмотреть, естественно, конечно, на сам утес, полетать сверху, полюбоваться зимними видами. Сейчас очень красиво, зима. Сегодня холодно, мороз, 32 градуса. Но решил все-таки поехать. Поэтому, ребята, вперед! Доезжаю до развилки. Направо дорога пошла на Одинск, налево на Саватеевку. Сворачиваю на Саватеевский тракт. Доезжаем до СНТ Синица, Васюки вот здесь вот будет. СНТ Отдых. И вот здесь вот налево отворот на Новоодинск. Примерно 16-17 километр отворот. Вот сюда дорога идет. На Зимник. И едем по этой дороге до первого отворота. I've been away from you too long, and all my days have turned to darkness, and I believe my heart is turned to stone. Oh, darling, darling, what have I done? Now I don't say anything at all. Well, God don't listen to me no ways. Now I'm left here all alone. Ooh, I hear what the neighbors say, that poor boy, he's lost his way. But I let kids pray. Ooh, darling, darling, what have I done? Now I do my talking with a gun, and blood will spill into the gutters, and it will stain the morning sun. Местами такие есть кочки. Ну, в целом дорога хорошая, накатанная, нормалек. Снег падает с ветвей деревьев. Красиво так вообще. По основной дороге нужно всегда держаться правее. Куда бы ни были отвороты, все время правее. Вот, допустим, здесь отворот налево пошел. Не знаю, куда он ведет. Все время по основной, по накатанной дороге. Если ехать в сторону Шаманки, держимся правее. На самом деле Зимником эту дорогу называть не совсем правильно. Летом здесь есть такая же лесная дорога, но со сложно проходимыми участками. Попадаются глубокие лужи и заболоченная местность. На внедорожнике при желании проехать, конечно, можно, но на легковых даже не стоит пытаться. Зимой эта дорога больше напоминает хорошо накатанную загородную грунтовку, по которой можно без труда проехать даже на легковом автомобиле. Помню, впервые с отцом прокатился по этой дороге еще в январе 2006 года по направлению Шаманки в Ангарск. Тогда в интернете не было совсем никакой информации. Лишь на бумажных картах было указано, что есть Зимник в этом направлении, а какая дорога – неизвестно. Тогда в Шаманке и узнали у местных, что дорога вполне проезжая, и решили прокатиться. Они нам подсказали, что нужно держаться левее, если ехать по направлению в Ангарск. В то время вообще по этой дороге мало кто ездил. Бывало и за сутки ни одной машины. Поэтому ее нередко заметало снегом. Отворотов там немало, так что можно было заблудиться. А телефонной связи тогда там не было нигде. Да и сейчас местами нет. Меня тогда впечатлила эта дорога. Иногда с удовольствием и сейчас устраиваю себе небольшое путешествие по лесу. Атмосфера непередаваемая, когда знаешь, что в нескольких десятках километров отсюда города со своим шумом, суетой, а здесь совсем рядом и такая тишина. Вот едешь и наслаждаешься этой тишиной. Дорога словно аллея с раскинутыми лапами елей и сосен, с которых постоянно снег осыпается, укрывая следы диких животных. А в лесу слышно, как поют птицы.
В июне 2019 года здесь проводился международный ралли-марафон, который называется «Шелковый путь». Старт был как раз на поле в районе поселка Нововодинск. И далее по этой дороге через поселок Пионерск, не заезжая в Шаманку, потом Байкал, Монголия, пустыня Гоби и конечная точка, по-моему, была в Китае. Но это совсем другая история. Кому интересно, посмотрите в интернете. Ну а путешествие продолжается. Воздух, тайга, а вот это листвяк опал на зиму. Деревья всякие разные, и сосна, береза здесь преобладает. Вот зимовье. Ну не зимовье, в смысле, это, наверное, какой-то даже летник. Люди, наверное, не знаю, может, ягоды какие-нибудь собирают. Дары леса, короче, наверное, собирают. И здесь переночевать можно с мухами, да со всякими пчелами. Или что тут, ну-ка. Здесь такой чисто бичевской спальник. Ни печки, ничего нету. Из досок сколоченный. Самолет полетел. Красота. Здесь много самолетов летают, часто. Снега нынче много, но здесь кто-то уже был. Наверное, так же туристы, как и я. Интересно же. Подъезжают, посмотрят. Вот сколько снега, почти по колено. Глубоко. Ну, так вот. Сейчас, по большому счету, я нахожусь на высоте, на перевале, так сказать. Не то, что перевал, перевальчик. Можно так сказать, перевальчик небольшой. Ветер поддувает. И сейчас я ехал до этого в гору, а сейчас с горы поеду вниз туда. Ну и там дальше еще красивее виды будут. Всякие елки, кедры. Дорога будет еще красивее. Вперед, поехали дальше. На улице минус 26 градусов. Время половина 12 сейчас. Но зато очень солнечно. Солнце яркое. Прям аж в глаза слепит. Ну ничего, зато для съемок день прекрасный. Ночью было минус 32. Холодно. Морозы пришли. Что-то все ждал, дождался морозов. На прошлой неделе было 12-15 градусов. Ну ничего, нормально. В Шаманке по прогнозу сегодня потеплее. Должно быть 20 градусов. Ну, там доеду, посмотрим. Доехал до развилки. Приехал я вот с этой с левой дороги. Дорога, которая ведет направо, я не знаю, куда она ведет. Хорошо накатанная тоже. Но главное правило, если едете по Зимнику, чтобы не заблудиться, с Ангарска в сторону Шаманки держитесь правее все время. Ну а если с Шаманки назад в сторону Ангарска решите по Зимнику вернуться, то тогда нужно все время держаться левее. И снова развилка. На дороге, которая пошла направо, можно доехать до поселка Пионерск. По ней я ни разу не ездил. Какая там дорога, не знаю, но судя по всему, машины ездят регулярно, так как она хорошо накатана. А это река Шаманка. В этом месте она не замерзает. Бежит она до деревни и впадает в реку Иркут. По пути река еще встретится перед въездом в деревню, и будет такой же мост. До деревни, кстати, осталось совсем немного, буквально километров 5.